Трейдеры, всех приветствую. Сегодня будет очередная торговля на Pocket Option. Я буду разбирать все точки входа, всю логику входа. Поэтому сразу можете ставить лайк, подписываться на канал. Будет очень интересно и весьма полезно. Торговать для помощи торговли использую волны Боллинджера с настройками. Период 22, отклонения 2. Так, торговать будем, анализируем одноминутный таймфрейм и вхожу в сделку на 1 минуту. $100 вход в сделку. И давайте поищем какие-то подходящие точки входа. Будем торговать как на откат от уровней, так и на пробой уровня. Ну что, понеслось. Так, вот увидел точку входа. Посмотрел, вот видите, когда набитый глаз, смотришь на валютную пару, быстро листаешь их, посмотрел, перелистнул. А глаз запомнил то, что была ситуация для того, чтобы войти в сделку. И хотя уже перелистнул на следующую валютную пару, успел щелкнуть, все равно вернулся и открыл сделку. Так уже на такой скорости как бы обрабатывается ситуация. Все эти обрабатываются, когда ты просто на автомате уже знаешь, что ты должен увидеть для того, чтобы у тебя в голове сработали триггеры. О, вот здесь ты входишь. Это уже где-то на уровне автоматизма. Ты видишь одни и те же ситуации, ты используешь для входа в сделку одни и те же ситуации. И поэтому это все копится в какие-то определенные формации, которые бегло бросаются в глаза во время торговли. Так. Ну, отлично. Первый плюс у нас в кармане. Значит, что здесь было? Я просвистел всю сделку, пока она шла 1 минута. Значит, по сути дела у нас, что я увидел? Я увидел мощный уровень. Вот здесь вот. Давайте для наглядности я его быстро кину. Вот то, что цена отлетала отсюда, как ужаленная, отсюда, как угорелая. Вот. И подход был к этой же цене. А помимо того, что перед тем, как был подход сюда, цена обрушилась, пробив вот это вот все накопление, которым она здесь пыталась проходить. То есть уже пошел поход на низ вот здесь цены. Вот эта вот вся история была поглощена вот этим движением. Это говорит о том, что цена с огромной долей вероятности будет идти вниз. Тем более волны Боллинджера стоят горизонтально. Говорит о том, что после восходящего движения цена входит во флэт, классика жанра, и идет на разворот. Это именно как бы основы теханализа. Так, я думаю, неплохая точка входа для того, чтобы войти на откат от средней скользящей. Уже на глаз, то есть видно, почему я так резко ворвался здесь в сделку. На глаз уже вижу здесь обильное количество теней от вот этой свечи, от вот этой. Выдыхание полностью движения. Здесь свеча доджи говорит о том, что цена полностью выдохлась. Вот сформировалось еще одно доджи. Говорит о том, что вот это движение, все, оно еще откат не получило свой. И вот, значит, соответственно, вот это все, что происходит затухание, оно происходит на восходящем движении. Что, скорее всего, именно предвещает то, что цена разворачивается и идет вниз. Все, цена, простыми словами, сдохла. Именно быки сдохли вот здесь вот. Вот эти свечи нам об этом говорят. Все, это у нас среднее скользящее. В целом, поход по тренду. Тренд идет вниз, коррекция. Обвал вниз, коррекция. Так, хорошо. Второй плюс в кармане. Движемся дальше. Так, ворвусь здесь. Почему? Я на глаз вижу, что сейчас цена летит вот в эту зону. Тестировать ее. Видите, здесь как бы один уровень, можно сказать, выделить, а здесь можно где-то вот другой, такой минимальный выделить. И вот среднескользящая показывает, что он здесь присутствует. И вот эта свеча пробила уровень, вот этот вот уровень, который здесь, он такой размазанный, вот, но он есть. Цена его пробила вот этой свечой. И сейчас цена не может просто зависнуть в пространстве, да, как бы между уровнями. И она движется к вот этому уровню. Может быть, сразу будет пробивать его, потому что здесь огромное накопление было позиций на то, чтобы уже что-то реализовывать, говорится, либо лететь вниз, либо вверх. Вот, но видно, что
наверх, вот здесь как треугольником поджималось и обосралось, пошло вниз. Все, пробито среднее скользящее. Поэтому может быть сейчас небольшой откат и, скорее всего, даже, наверное, поход вниз или без отката даже. Но самое главное, мы свой плюс забрали. Значит, логика входа пробитый среднее скользящее. Когда общий комплексный теханализ, вы видите, что цена, скорее всего, пойдет вниз, допустим, и именно пробивается среднее скользящее, то надо входить. Но именно суть такая, что отдельная стратегия торговая есть на пробой средней скользящей. Вот что я хотел сказать. То есть можно просто, вот видишь, пробитая средняя скользящая свечой пробилась, и отдельно вот только уже из этого можно входить в сделку. Но, естественно, когда еще используешь полностью комплексный теханализ, смотришь, какие свечи, куда тренд движется, какие тени у свечей. И плюс пробитая средняя скользящая, все говорит, допустим, только об одном, что цена хочет пойти вниз, то, соответственно, мы используем вот эту свечулю, которая пробила нашу среднюю скользящую, используем уже как сигнал на вход в сделку. Движемся дальше. Здесь, скорее всего, разворот цены наверх, полное затухание, но нет идеальной позиции, чтобы ворваться в рынок. Если вот здесь пониже цена была. Так, ладно. Здесь врываемся позиция не совсем удачная, возможно, минус. Будем брать перекрытие, значит, вот здесь повыше. Вполне может быть. Но почему я вошел и так уверен? Вот этот вот огромнейший пин-бар. Вот этот огромнейший нос Пиноккио кричит о том, что цена должна сделать откат, как минимум к средней скользящей. Но идем против тренда. В этом определенный риск неплохой заложен. Поэтому может быть еще выстрел наверх. Вот это была сильная свеча уверенная. Поэтому по инерции еще может еще нежданчик нам выкинуть. Вот сюда где-то. Ну и в целом видно опять же вот движение вверх, и вот оно выдохлось. Отсюда цена уже, видите, доджи хочет идти вниз, но еще идет выстрел, который вот уровень здесь, и цена закрылась под уровнем, огромным носом пин-бара. Говорит о том, что здесь быки проиграли. Так, хорошо. Очень даже хорошо. Это что у нас? 4 плюс к ряду. Давайте попробуем 5 втащить. Без догонов. Давайте здесь попробуем на откат, на понижение сыграть. Так, тут по сути такой после восходящего движения вот этого боковик по сути идет у нас, который даже боковик чуть ниже, чуть выше толемпается. Сейчас у верхней своей границы довольно сильный уровень, который может быть и пробьет, честно говоря. Но я ожидаю откат. Вот довольно сильный уровень. Вот он, зеркальный уровень. Сейчас будем смотреть, потому что мы в целом цена, видно, вот здесь поджимается по отношению к вот этой позиции. Вот поджимается то, что она хочет все-таки пробить. Вот это значение уже пробито уровня. Вот если его пониже поставить, все-таки мы уже выше находимся, за этим уровнем. В принципе, как зона уровня, возможно, здесь. Вот это зона уровня. Плюс. Пока я свистел, плюс. Сделка закрылась плюсом. Отлично и прекрасно. Не может не радовать. Так, что здесь еще можно сказать по этой сделке? Видно было, что цена уже на понижение двинулась. Она достигла крайней линии Боллинджера, верхней, которая является у нас сопротивлением. Линия тренда, линия сопротивления. То есть давайте проставим второй уровень для наглядности. Так, стоп, я не этот хотел. Вот пробивает, видите? То есть мы успели взять плюс и... Хотя, возможно, она сейчас будет откатывать. По сути, я думаю, мы здесь
как правило, уровни, они это не просто линии, это зона. Вот здесь вот, я думаю, смело можно сказать, что вот это зона уровня. Видно, вот как цена гуляет. Здесь чуть выше, вот здесь выше. Тут вот черкнула, вот тут она вниз, вот так вот всовывалась в эту зону. Вот это, я думаю, зона. Соответственно, здесь еще один плюс можно забрать, если так разбираться. Давайте еще раз ворвемся, чтобы подтвердить, что это зона все-таки. Хотя я уже свой план торговли выполнил. Значит, смотрите, цена, если это зона, ну вот видно, что это зона, цена внутри нее гуляет, как бы видно, что это очень сильный уровень, как будто 2. Если вот так вот цена подвуливает то туда, то сюда, и входит, и тут, и выходила, и тут. Это зона, короче. Это все как один уровень, это его зона. Соответственно, здесь цене было двигаться очень тяжело, но она уже должна была отсюда откатить, середина уровня. Но она движется еще кверху, и от верха уже должен быть откат, я думаю, 100%. Так, и вот он, первый минус. Берем первое перекрытие. Цена сейчас, возможно, полетит аж сюда, вот, друзья. Очень такое есть вероятность. Так, ну отлично. Отлично, прекрасно. Все, откатываем обратно до нашей фиксированной изначально, точнее, ставки в $100. Второе колено перекрытия не понадобилось. Значит, что произошло? Как я и говорил. То есть цена, здесь какая логика? Сработала вот на последнюю точку входа. То, что вот я когда понял, вам пояснял за вот эту точку входа, предпоследнюю, я вот понял, что это все-таки зона уровня. Проставил второй уровень, увидел это зона. И если цене очень тяжело двигаться в начале зоны уровня, уже видно вот эти тени, цена уже как на откат идет, вот пин-бар, доджи, то, соответственно, если она пошла дальше в глубину, то от верхней границы зоны она 100% будет откатывать. И здесь было тяжело, но ее как бы цена идет от уровня к уровню, она решает идти вверх и отсюда все равно откатывает. Как бы вот сильные уровни, они магнитом тянут цену. Как бы против логики она должна была уже здесь идти вниз, но ее магнитом как бы еще тянет в этой зоне по самым ее, как говорится, хаям. И отсюда уже идет откат. Ладно. Так, друзья, я благодарю всех за внимание. Все полезные ссылки находятся в описании. Кто хочет торговать так же, как я, на данном брокере, на Pocket Option, заходите по ссылке моей партнерской. Там будет 50% вам к депозиту сверху ляпнется. Так что заходите, зарабатывайте по моим торговым стратегиям. Используйте мой опыт в своей торговле. Обязательно лайк, подписку, и мы увидимся с вами в новых видео. Все, всем профита, всем удачи, всем пока.